Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Телец на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз на будущее. Что или кто в вашей жизни появится неожиданно? Как изменится ваша жизнь, мои дорогие тельцы, за период Урана в Близнецах? И, конечно, узнаем, что же будет меняться. И в первую очередь до конца года. Транзит достаточно большой, по 33 год, точнее с заходом на 33 год. Вот сама карта прямо выскакивает. Так вот получается у нас, да, и если прежде я тут немножко изменила колоду, у нас сегодня две колоды, которые принадлежат Чиро Маркетти. Это карты Ленорман, мои дорогие. И поэтому вот что вам сразу как подсказка: вопросы дома, вопросы стабильности. Выпадает четверка надежных людей. Король у нас тут соответствует. Эта карта идет король червей, да, вот есть такое. Поэтому, ну, где-то так оно и есть, ведь Уран во втором доме вашего гороскопа находится, и это мир материальный, это мир надежности, стабильности. У вас, может быть, будут неоднократно еще где-то меняться за период 7 лет, а вы уже знаете хорошо, что такое Уран, да, мы говорим, потому что предыдущие 7 лет – это первый дом гороскопа, это ваш знак зодиака. Вот теперь на очереди Близнецы. Ну вот до конца, видимо, 2026 года. Если мы спросили, как изменится ваша жизнь, да ведь и правда у вас тут что-то будет меняться по дому. Хотя вроде бы мы говорим материализм, правда, второй дом гороскопа. Или это источники дохода, откуда, каким образом вы получаете этот доход. Или, может быть, дополнительное изучение чего-то, освоение. Я уже не останавливаюсь на астрологических аспектах, так в целом вам даю подсказку. И я думаю, что тельцы скорее уже и прочитали не одну статью об астрологии или гороскоп свой, ну и смотрите тоже разные таро-расклады, прогнозы. Поэтому вот, видимо, создать себе, знаете, как какой-то фундамент стабильности до конца уже 2026 года – это основная задача. Ну ладно, раз уж так у нас спонтанно все пошло, продолжим, да, наш прогноз, наш расклад. И на колоде Ленорман мы достанем 3 карты, как 3 важных подсказки. Если мы спросили, что или кто появится неожиданно. А вот и правда, что или кто, мои дорогие тельцы, возможно, перевернет ваши планы. Какие сами по себе неожиданности или в каких сферах жизни этого ожидать? Вот эти перемены. Что же будет происходить? Достанем 3 карты. Первая подсказка или первая сфера жизни, чего будут касаться именно неожиданности и какие-то сюрпризы. Ну, вторая, третья. И на колоде Таро давайте узнаем, что идет или что уже стремится к завершению вашей жизни. И, может быть, вы будете завершать, упорядочивать до конца 2026 года. А что придет взамен? Главное событие или что нового спешит в вашу жизнь именно в связи с переходом Урана в знак Близнецы? Что получится осуществить до конца 2026 года и в чем ваша сила? Следующая карта – неожиданный поворот судьбы. Может быть, это какой-то кульминационный момент, когда с одного момента, вот правда, вся наша жизнь, она идет как в другом фарватере. Или мы это видим как-то иначе, с чем это будет связано. Ну и дальше продолжим, к чему в целом приготовиться. Итак, мои дорогие тельцы, первая сфера жизни. Что же нам тут из неожиданностей? Вот так, не случайно дом перевернулся, карта белого медведя, кстати, говорят, это самый сильный из всех медведей. Вот, наверное, сильная позиция. Более того, иногда символизирует это и власть. Может быть, вы больше сумеете до конца 2026 года не просто свою жизнь упорядочить, а еще и какие-то важные документы согласовать, составить. Может быть, для кого-то из вас это будет ваша сильная позиция, тем не менее, второй дом гороскопа, который будет связан не просто даже со стабильностью, а когда, ну вот как с юридической точки зрения, может быть, у вас будет больше, ну вот этого фундамента или то, что
вас будет, ну, где-то, может быть, даже успокаивать, потому что, ну, стабильность, она подразумевает, это понятно, не только финансы, а когда мы, может быть, в социальных гарантиях защищены, когда мы можем прогнозировать не только день сегодняшний, но и завтрашний. И для кого-то из вас это будет буквально, мы ведь спросили, кто или что появится неожиданно. Для кого-то из вас какой-то сильный человек может появиться. Тот человек, который не боится ответственности, тот человек, который готов с вами взаимодействовать. Может быть, это у кого-то партнерские отношения, касается бизнеса, работы, или, может быть, вы научный труд пишете, да, ну, тоже, значит, какой-то партнер достойный может появиться, как руководитель, может быть, проекта, куратор, да, какой-то. Но для кого-то это будет касаться и личной жизни. Я не исключаю по этой карте, что может быть именно какое-то судьбоносное знакомство. Неожиданное. Точно, мои дорогие? Смотрите. Ну, давайте так подытожим в целом. Все же мы все разные, у кого-то приоритеты именно направлены больше на труд, на вид деятельности, профессиональные интересы, да, или карьеру, или научную какую-то деятельность, партнеры. Но должна сказать, по-астрологически ведь тоже 2026, как будто не бойтесь некоторых людей провожать из своей жизни. И если все к тому складывается, идет, да, как будто не нужно задерживать искусственно, вот самое главное. Потому как вы знаете, Уран, да, он где-то действует очень резко, и именно трансформации наступают неожиданно, но не разрушает никогда Уран все то, что нам приносит пользу или прогресс. Поэтому отпускайте, может быть, даже тех персонажей, которые уже какая-то сложилась предпосылка, потому как свято место пусто не бывает, на смену одним людям придут другие, более надежные. Видимо, в целом окружение тоже создает для вас определенную позицию, когда для вас будет очень важно, ну, может быть, даже больше стремиться именно к тому, чтобы меньше было людей случайных, а вы люди добрые, а может быть, более так продуманно даже, мои дорогие тельцы, выстраивать взаимоотношения с теми или иными людьми. Может быть, от кого-то вы сами будете отказываться. Не случайно выпала карта «Дом», потому что посмотрите, как волшебно. Двойная стабильность. У вас выпадает карта якоря. Я должна сказать, что девятки пик это еще и соответствует. И 35. Если мы сложим, мы получаем 8. 8 это как 2 четверки, мои дорогие. Или 2 фундамента, по сути дела. Поэтому я могу предположить, что для кого-то будут вопросы решаться, как и по работе. Причем не просто решаться, да, на перспективу. Тут перспектива может, знаете, приходить такая для вас по Урану в Близнецах, да во втором доме, когда, допустим, по вашим заработкам это много каких-то сфер вашей деятельности, или когда источник дохода, он тоже не один, а может быть 2, 3 или больше. Может быть, это сам по себе доход, который отчасти, ну, где-то идет в плюс, где-то в минус, но в целом вот эта картина, она все равно будет создавать вот этот якорь. Но вы сами люди надежные, стабильные, ну и, видимо, вам пространство Вселенная откликается тем, чтобы в вашу жизнь пришло больше как раз тех энергий и нужных людей, мои дорогие. Что или кто появится неожиданно, в какой сфере жизни. Девятка червей или буквально единица, карта всадника, карта добрых вестей. И можем мы в целом сказать о том, что, возможно, даже я такого не исключаю, что поначалу, да, вот этого транзита, кто-то уже в конце весны, может быть, и летом где-то получит какую-то важную весть, которая будет для вас как раз и, ну, как направлять вас в сторону тех событий, которые для вас наиболее предпочтительны. И я не исключаю, все-таки мы смотрим на неожиданности. Здесь может получиться, ну, такой неожиданный маневр со стороны какого-то человека. И для вас это будет как, может быть, просто начало с какой-то весточки, известия, новости. Но точно так же мы можем получить как будто всадник с письмом, кстати, мои дорогие, и на радуге. Здесь важно будет не упустить какой-то шанс, вот я вижу так.
Тут может как и человек гонец, да, тут буквально почтальонская сумка, скачет наш гонец, причем черви– дела сердечные, конечно. Поэтому для кого-то из вас может быть такая конфигурация, когда не только вот, хоть и второй, да, дом гороскопа мы говорим, а тем не менее личная жизнь, а у нас еще Сатурн имеет такие конфигурации и градусы, и вторая половина года уже с конца июля Сатурн будет в ретро-движении, поэтому я всем говорю, что все же есть тут какая-то история, которая тянется из прошлого, и может быть до конца 2026 года вы еще и будете расставлять правильные свои приоритеты или с чем-то вы будете определяться. Но тут явно у кого-то будут перемены в личной жизни, это факт. Особенно для тех, кто один или одна, как раз есть возможность встретить этого человека. Нам не говорит ни одна карта, что прям сразу мы пошли под венец. Но кто знает, может быть, это начинается что-то с очень доброй и искренней дружбы. Что это для Тельца? Хочется достать и еще одну карту. А вот смотрите, тут у вас может появиться, да, правда, вторая половина года до конца. Тут может появиться тот человек, с которым прежде, или может быть это какое-то дело, связанное с конкретным человеком, когда нашла коса на камень или не было возможности осуществить что-то, буквально оформить какой-то документ, подписать резолюцию какую-то совместную, соглашение, или просто вот договориться, но это имело, может быть, значение, как и или касалось вашей личности, вашей личной жизни, а может быть, все-таки всадник. Для кого-то из вас проиграется как поездки, для кого-то из вас может быть ведь так, что, может быть, вторая половина года будет связана с множеством каких-то перемещений для вас. Но я точно так же не исключаю, что и к вам какой-то человек может приехать. И у нас выпадает еще башня. Башня в Ленорман– это не та башня, мои дорогие, как в Таро. Это, знаете, правда, какая-то юрисдикция, это система, это порядок, это закон, это какие-то правила, может быть, буквально, ну, то, что прописано на бумаге, мы где-то с вами об этом говорили. И вот то, что раньше было невозможно, возможно, мои дорогие, такой момент, вы даже за предыдущий период уже махнули на что-то рукой, потому что гора говорит, не мог телец что-то осуществить. И здесь как будто я не исключаю у кого-то возврат человека из прошлого. А у кого-то та история, когда раньше было нельзя, а как будто вот завтра, вполне вероятно, законы поменялись, обстоятельства поменялись. Вот то, о чем вы мечтали, но не могли осуществить до конца 2026 года, вы это осуществить сможете. Но тут не все однозначно, змея. Всегда говорит и об обмане в том числе. Будь как будто телец более чем настороже. И, возможно, это будет даже такой маневр, когда прежняя история личных взаимоотношений, когда, ну вот действительно, была какая-то преграда именно за счет третьих факторов или каких-то третьих, может быть, лиц, или создалась, может быть, по личной жизни такая недвусмысленная ситуация, вот она для вас была уже недвусмысленная, это вы сделали какой-то однозначный выбор, то здесь это может вам возвращаться, но вы-то теперь, пережив уже какой-то прежний разлад, допустим, или прежнее разочарование, то вы знаете, мои дорогие тельцы, вам как будто не захочется этим заниматься. До конца 2026 года есть какой-то человек, которого вы не отмените. Я тут больше вижу, это касается истории личной жизни. И тут на самом деле может у кого-то заново всплыть вопрос, допустим, может быть, по недвижимости или по оформлению взаимоотношений. Но тут перекладывайте на себя, потому что мы все разные. Я, конечно, допускаю точно так же, у кого-то ведь уже и разводы есть, да, в процессе. Или пусть развода как такового нет, но утрачено взаимопонимание, отношения фактически закончились. И вы просто, а вы люди стабильные, может быть, ну, где-то жалко тельцу терять, или как-то тельцу это сложновато даже думать, да, потому что есть уже какая-то приятная картина, устоявшаяся картина, или то, что для вас привычно, или то, что вас еще пока связывает. Вот здесь может быть какая-то конфигурация, когда с одной стороны, вам может захотеться именно настоять на своем. Или через
казалось бы, возможности, которые приходят в вашу жизнь, но вы, так как я сказала, не верите. И вы будете думать, что это меня кто-то водит за нос. У кого-то выбор, можно сказать и так. Как будто есть змея, а есть и любовь, мои дорогие. Ну вот буквально так. Я, конечно, не исключаю, что здесь для кого-то из вас третьи как раз факторы могут как рухнуть. То, что было препятствием для каких-то оформлений, для каких-то союзов, так в целом скажем, у кого-то личная жизнь, но может быть это у кого-то и работы будет касаться, то здесь вам судьба, наверное, Уран в Близнецах, если это действительно прогресс, может вам дать такую возможность. Рассматривайте, по крайней мере, все то, что идет в вашу жизнь, мои дорогие тельцы. Да, не позволяйте себе где-то замечтаться, но будут какие-то метаморфозы очень любопытные, которые будут связаны как и с людьми, так и с событиями, как с поездками, переездами до конца 2026 года, так и, внимание, с документами. Вот помните, это, наверное, вот эти три карты, это то, к чему стремится Телец, это то, что вы для себя такой фундамент должны выстроить до конца 2026 года. Что идет или что стремится к завершению? Какое-то ожидание. Нечего добавить. Может быть, где-то и будут еще, ну, своего рода проволочки, когда нужно дождаться какой-то важной бумаги. Ну, тогда мы понимаем, что тут четко будет по срокам. Ну, есть такое, да, там, может быть, на определенную бумагу нужно подождать 5 дней, где-то 7 дней. Ну, это вот тот регламент, как вот я называю, да. Но это не есть как бессмысленное ожидание. А вот то, что было пустым именно ожиданием, это уходит из вашей жизни. Может быть, и вам самим не захочется, но, может быть, и Уран будет в Близнецах ускорять некоторые процессы. А что придет взамен? Шикарно. А ведь и правда, опять же, дом перевернулся, мы очень часто по четверке жезлов, что символично, там четверка, тут четверка, всегда стабильность. Тут вот сама стабильность идет в жизнь Тельца, может быть, Вселенная желает, чтобы Тельцу как-то тепло было на душе, и, ну и правда, чтобы дать вот эту передышку после долгих 7 лет трансформации. И эта карта «Праздник после победы», что придет взамен, пусть приходит, да еще на смену ожиданию. Но ведь это, опять же, сама по себе стабилизация. И часто эта карта, как я уже сказала, олицетворяет именно дом. Изображена нам семья, мои дорогие. Кто-то будет строить семью, укреплять отношения, переводить на новый уровень. Может быть, задумается и о новом статусе. Главное событие, что нового, мои дорогие тельцы, спешит в вашу жизнь, возможности. И вот посмотрите, Солнце – это выбор правильного направления. Причем тоже, как, смотрите, здесь у нас туз-бубен, да? И, по сути, туз пентаклей – это и есть туз-бубен, если мы переложим на колоду покер, например, да, 52 карт. Так вот, правильное направление, которое будет, тем не менее, по Солнцу, как-то не так просто складываться. Скорее всего, вам придется до конца 2026 года ради вашего прогресса, ради вашего счастья, ради вот этой стабильности принимать Соломоново решение. И, видимо, идти на какой-то компромисс, потому что противоположные карты. То, что мы раньше не могли, а теперь как будто вы это как раз и можете. Может быть, даже это будет чье-то решение. А ваше решение к этому моменту, оно уже сложилось противоположное. Тогда будьте готовы, мои дорогие тельцы, что вам придется вот этот компромисс с каким-то человеком искать. Ну, как будто от этого зависит ваше новое качество жизни. В чем ваша сила? Что у вас получится осуществить до конца 2026 года? А ведь и правда кто-то куда-то может отправиться, поехать, сменить вид деятельности, сменить направление по работе. Все-таки мечей, вы тут что-то передумаете. Я по этой карте, хоть и пажи часто вестники, да, тут действительно с какого-то письма, известия, звонка, может быть и СМС, начинается совершенно какой-то неожиданный поворот. Вот мы сейчас, кстати, откроем эту карту. Ваша сила как раз будет в том, когда вы, может быть, и придется рассмотреть и найти какой-то альтернативный вариант. Но ваша будет еще сила в том,
что вы не позволите себе словно застрять на одном месте. Что я имею в виду? Застрять в одних отношениях, когда уже все понятно, что ну тут бонусов никаких и взаимопонимание окончательно утрачено. Может быть и так. Когда вы, допустим, находились на одном каком-то месте работы, да, если, предположим, вас не устраивает кого-то коллектив, кого-то не устраивает оклад, кого-то не устраивает график работы, кто-то вообще хочет работать сам на себя или какую-то свою сферу деятельности, может быть, по вашему хобби, творчеству. Есть много творческих людей среди вас. И вполне вероятно, вот какие-то перемены, может быть, вы об этом даже думали долго, а вот здесь это нужно осуществлять, делать первые шаги по этой карте, когда мы не отложим что-то на потом. В этом ваша сила. А что же там за неожиданный поворот судьбы ждет тельцов? А ведь и правда неожиданный. Вот я вижу вот этот сложный, да, вот это набор карт, будем говорить, именно третья позиция, которые из Ленорман складываются, как будто тельцу дает вот этот кубок. А вы, как этот молодой человек, вы к этому не готовы. Сидит наш герой под дубом буквально, да, и жизнь его уже в каком-то своем порядке течет. И он совершенно спокойно, кстати, смотрит, я надеюсь, это видно, на появившуюся руку из ниоткуда и протягивающийся кубок. То есть его это не впечатляет, его это где-то не дергает, может быть, даже внутри со знаком плюс, ну или как-то не интересует, как будто ему вообще индифферентно, мои дорогие. Вот, видимо, у вас будет неожиданный поворот судьбы, когда вам рассмотреть вот этот альтернативный вариант совершенно необходимо, ведь по этой карте мы не должны отказаться. Все то, что я только что проговорила, не отложить на потом. Или не сказать себе, сегодня предложили, ну и завтра предложат. Или я еще об этом подумаю завтра. Или решу я там завтра, послезавтра. Очень часто так бывает, что, знаете, вот невидимая энергия, как атмосфера какая-то, как аура вокруг нас складывается именно в этот момент со знаком плюс. А если мы начнем, ну, так долго думать, то на завтра как будто мы уже упустили время. Будьте внимательны. Мне очень хочется достать еще одну карту. Что же это, с какой сферы жизни? Хотя я допускаю, что мы все разные. И у каждого тут будет что-то по-своему. Но давайте еще одну карту достанем. В чем же или с чем будет связан этот неожиданный поворот судьбы? С работой, мои дорогие. Вот тут будет с работой. Хотя иногда даже на личную жизнь эта карта говорит, работать надо над отношениями. Я думаю, люди семейные меня понимают. Это уже жизнь семейная, она не предполагает только лишь романтические чувства, да. Это, ну, где-то и обыденность, это и серые будни, это и работа, да, это работа даже эмоционального плана, когда, ну, ты раньше был, это как твое «я», а сегодня уже есть «мы». И есть некоторые моменты, которые мы должны учитывать. Может быть, вот так вот адаптироваться, адаптация какая-то друг к другу. Но все же мы будем говорить, у кого-то это будет касаться работы. Поэтому напрямую все же больше карта говорит именно о заработках, что соответствует второму дому гороскопа. И, видимо, у вас, будьте внимательны, держитесь как-то настороже, потому что у вас обязательно неожиданным поворотом будет какая-то ситуация, которая касается именно вашей работы или откуда к вам приходят деньги. Может быть, вот где-то и карта, которая нам подсказывает, что получится осуществить ваша сила в чем. Когда мы сказали, не отложите что-то на потом. И с учетом неожиданного поворота судьбы, тут может быть, знаете, вот как этот молодой человек сомневается, это может быть, мне кажется, да, что мне рука подает какой-то кубок. Здесь может быть как подсказка высших сил, подсказка вашей интуиции. А ведь по четверке кубков здесь тоже ничего не меняется. Четверка – это всегда разная стабильность. Есть четверка жезлов, мы говорим, да, это фундамент. Но четверка кубков, когда мы к чему-то привыкли, мы уже адаптировались к тому, что есть, и нам кажется, да не хочу я никаких перемен. А вдруг завтра будет еще хуже?
да, я лучше вот тут этого или этой позиции буду как-то держаться, а тут именно нужно видоизменить, потому что кто знает, что-то может именно таким образом измениться, что вот удержать вот именно этот якорь, этот союз, вашу силу, ваши какие-то заданные позиции будет необходимо, и это потребует коррекции планов. И, может быть, это связано как с работой, так и с деньгами. К чему приготовиться Тельцу? Ну вот от начала до конца взаимодействия. Карта влюбленных, тем не менее, договариваться придется. Мы об этом с вами говорили. И действительно, не случайно солнце выпадает. И для кого-то это будет означать новые союзы. Или пусть это даже с людьми знакомыми, опять же, с учетом Сатурна. Но, значит, это другие энергии, это другие какие-то форматы или другие условия, пусть это работа или пусть это личная жизнь у кого-то, но от того, как вы сумеете где-то что-то не пропустить, а именно правильно себя сориентировать в заданный момент или услышали какую-то новость и как проработали, откуда идет эта информация, не оставили ее на завтра, не оставили, что я понаблюдаю, посмотрю, а нет, вот именно в моменте здесь и сейчас я найду, как те предпосылки, чем это обусловлено. Нужно видеть вам, мои дорогие, на пару шагов вперед. Вот, наверное, задача, которая будет касаться всех сфер жизни для Тельца до конца 2026 года. И настроить себя на то, что с некоторыми людьми, скорее всего, придется договариваться. Но здесь будут перемены. Именно хочется сказать, к чему приготовиться, может быть, это уже с заходом на 2027 год, может быть, в конце 2026 года. Для кого-то из вас тут будут именно созданы, может быть, и семейные союзы, или личные какие-то планы, ну или какое-то очень важное партнерство. До конца года у вас может быть осуществлено, и более того, это будет продолжаться, я так вижу, в последующий период, на следующие годы. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, а ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.